Всем привет! Вы на канале Pinball Russia, с вами снова Фуза. Сегодня, как и всегда, поговорим о пинболах. Как вы уже поняли, пинбол — это огромные современные игровые автоматы, в которые играют металлическим шариком. Состоит слово пинбол из двух составляющих — пин-иголка, бол-шарик. По-русски правильно пишется вот так, по-английски вот так. В русскоязычном интернете частенько путают пинбол и пейнтбол. Так вот, пейнтбол — это когда вам шариком с краской может прилететь по жопе. Короче, проще запомнить, что пинбол — это не больно, а пейнтбол может быть больно. Итак, сегодня в выпуске мы поговорим об истории пинбола. Вообще, пинбол как игра, она не взялась из ниоткуда, она пришла из далекого-далекого прошлого, пройдя огромные этапы эволюции. А началось все с аристократической игры, которая называлась бильярд. Шло время, все катали шары в бильярд, а потом, когда он по горло всем надоел, то один из современников Людовика XIV додумался уменьшить стол и натыкал на поле булавок. А игрокам приходилось рассчитывать углы отскока, чтобы, преодолевая препятствия, отправлять кием шар в нужную лузу. Чем сложнее было попадание, тем больше очков получал игрок. В какой-то степени это было похоже на карамболь. В карамболе, правда, не тыкают иголки в поле, а просто ставят фишечки. Шло время, и люди придумали себе новую забаву, которая называлась богатель. По мне, это такая помесь бильярда с керлингом. У вас в руках был все тот же кий, 9 шаров, 9 луз, и вам нужно было отправлять кием шары в лузы. Чем более сложное попадание было, тем больше очков вам засчитывалось. А еще, кстати, там имел значение цвет шара. Черный, например, давал удвоение номинала лузы. Кстати, с французского богатель переводится как безделушка. Так вот, эта безделушка настолько всем зашла, что ее даже стали брать с собой французские солдаты, когда шли воевать. Отсюда игра и получила распространение по всему Новому Свету. А в 1869 году британский чувачок Монтегю Редгрейв создал производство усовершенствованных столов для игры в богатель. А в 1871 году он получил патент на свое изобретение. Суть патента заключалась в том, что стол стал меньше и находился под наклоном. Кий заменили на планжер. Планжер — это типа такой, как встроенный кий в стол на пружине. Он, собственно, и стал незаменимой частью всех современных пинболов. Этот момент в истории считается рождением современного пинбола. Впоследствии несколько предпринимателей, Дэвид Готлиб, Рэй Малони и Гарри Вильямс, создали свои собственные компании по производству игровых автоматов, которые назывались Готлиб, Балли и Вильямс соответственно. Они добавили в столы монетоприемник, оформили их как коммерческое оборудование, что стало приносить им огромные деньги, поскольку их автоматы пользовались безумной популярностью и были везде – на ярмарках, развлекательных центрах и барах. Популярность подтолкнула индустрию к огромной конкуренции. Количество компаний, производивших автоматы, в 1932 году было около 150. Большинство из них базировались в Чикаго. Но уже в 1934 году из них осталось всего лишь 14. Большие деньги создали большие проблемы. Если вкратце, то суть заключалась в следующем. Автоматы отбивались примерно за 2-3 недели, и после чего начинали приносить огромную прибыль. В основном автоматы распространялись по Америке из Чикаго, а Чикаго в те времена был известен мафией и Аль Капоне. Мафия была тесно связана с этим бизнесом, поскольку где легкие деньги, там и мафия. Плюс ко всему на автоматы, а вернее на игроков, которые в них играли, начали делать ставки, кто кого обыграет. У всей этой ситуации было два минуса. Первый — это мафия, а второй — моральный. Идея морального аспекта заключалась в том, что дети могли что-то где-то украсть или потратить сэкономленные деньги на игру в автоматы. В общем, автоматы заставляли появляться детей там, где их не должно было быть. И все это докатилось до того, что в 1940 году у мэра Нью-Йорка Лагвардии бомбануло, и он запретил пинболы в штате Нью-Йорк. А после чего и в других штатах эти автоматы также попали под запрет. В целом, автоматы действительно были созданы для того, чтобы зарабатывать деньги своему владельцу. Поскольку от игрока по факту требовалось только отдернуть планжер, запустить шар в игру, и все это было элементом везения. Все изменилось в 1947 году, когда два инженера, Гарри Марпс и Уэйн Нейнс, изобрели флипперы и применили их впервые в автомате Хампти-Дампти от Готлиб, который на русский язык переводится как «шалтай-болтай». А флипперы — это лопатки, которыми игрок отталкивал шар. Их было по 3 штуки с каждой стороны, что в корне поменяло всю суть игры, поскольку от игрока теперь зависел весь игровой процесс. Несмотря на запрет пинбола в США, компании-производители не остановили модернизацию пинбол-столов и свои разработки, поскольку со временем они начали продавать их на экспорт.
Они экспериментировали с расположением флипперов на поле, но к 1950 году все компании-производители пришли к тому, что они должны располагаться внизу центра стола. На распространение мирового рынка пинбола внезапно повлияла Вторая мировая война. Все началось с военных баз, где служили американские военные. Там были специальные комнаты отдыха, где были пинбол-автоматы, музыкальные автоматы, столы для игры в бильярд, чтобы они могли ощутить частичку родины. Впоследствии война закончилась, а оборудование так и осталось в Европе, где отлично прижилось. Уже ближе к 60-м годам больше половины производимых автоматов приходились на экспорт. Проблемы с запретом пинбола в Америке очень сильно мешали производителям на родине. Они неоднократно обращались в правительство с просьбой о смягчении ограничений на использование пинбола, но все оставалось безрезультатно. В 1976 году 3 компании-производителя Балли, Вильямс и Готлиб в очередной раз попытались доказать правительству, что это не азартная игра на удачу, и к себе на помощь они позвали Роджера Шарпа, который был отличным игроком в пинбол. В 1976 году меня попросили выступить как свидетель-эксперт. И первый вопрос для меня — кто вам заплатил, что вы свидетельствуете? Никто, вот он я сам пришел. И там был человек, который буквально набросился на меня, как будто меня наняли специально. И он сказал: «Хорошо, тогда вы будете играть для нас». В разных концах зала суда стояло 2 пинбольных автомата. Я повернулся к одному, и он тут сказал: «Секундочку, не на этом играйте, вот на том играйте». Я понимаю, что он заподозрил, что тот автомат был специально подстроен. Я постарался дать им возможность понять, что я попадаю не в случайные места. Я запускал шарик и объяснял каждое свое действие. Если я вытяну планжер полностью и сделаю все идеально правильно, то шар упадет прямо по центру. Потом, отлетая резинкой, он попадает сюда. И потом парень, который стоял справа от меня на фото, сказал: «Все, достаточно, я насмотрелся». Городской совет проголосовал в нашу пользу 6-0 и разрешил внести правки в закон, по которым пинбол был вновь разрешен в Нью-Йорке. Позже я свидетельствовал в Огайо, в Западной Вирджинии, Техасе и стал замечать, как во многих местах стали разрешать пинбол. Но даже сейчас есть места, где запреты так и не сняты. После постепенного снятия ограничений... А давайте-ка что... Вот как сделаем. Я вам расскажу, что было после постепенного снятия ограничений в следующем выпуске, который выйдет буквально через несколько дней. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну и всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!